Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку роскошный, знаменитый шоколадный бисквит на горячем молоке. Масляный бисквит с очень насыщенным шоколадным вкусом. Я бы сказала, такой очень богатый вкус у этого бисквита. Готовится он совсем несложно, из самых простых и доступных ингредиентов. Готовить я буду на форму 24 см в диаметре, то есть большой бисквит. Покажу, как его сделать, чтобы он поднялся, чтобы его правильно взбить. 8 яиц среднего размера я разделяю на желтки и белки, отставляю пока в сторону и смешаю сухую смесь. 380 грамм муки, 80 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя. Какао-порошок у меня здесь обычный, не алкализованный. Сухую смесь я просто перемешала и отставила пока что в сторону. 360 мл молока и 140 грамм сливочного масла я сейчас довожу до кипения, но не кипячу. И сейчас я сначала начинаю взбивать белки. К 8 белкам я добавляю щепотку соли обязательно и 16 грамм ванильного сахара. Сейчас я взбиваю это до состояния пены. Яйца я здесь беру комнатной температуры обязательно. Вес каждого яйца без скорлупы примерно 50 грамм, чтобы вам сориентироваться. И от общего количества сахара 420 грамм я добавляю примерно половину к белкам. И вот эту всю смесь белки с сахаром я взбиваю около 5 минут. Вот такая пышная глянцевая меренга у меня получается. Дольше взбивать я не буду, пики подрагивающие, это нормально. Иначе меренгу просто можно перевзбить, она превратится в состояние губки. И в принципе свою функцию поднятия бисквита уже при выпечке она потеряет. 8 желтков я также разбиваю миксером и добавляю к ним оставшийся сахар. Порциями ввожу сахар. Ни в коем случае в желтки никогда сахар заранее не засыпаем, иначе они просто пойдут пленкой, потом ничего с ними невозможно будет сделать. Желтки я взбивала примерно 3 минуты здесь. Вот такая пышная побелевшая масса у меня получилась. Миксер мне здесь больше не понадобится. Сейчас все будем замешивать просто лопаткой. Вот эти желтки я так не совсем промешивая буду вмешивать в белки. Я это делаю намеренно, потому что потом будем вводить еще сухую смесь, масляную с молоком. И эти желтки, они все промешаются, чтобы не осадить заранее уже белки. Это все размешается в процессе. Масса должна все равно держать форму, она такая и должна быть. У нас будет добавлено здесь хорошее количество разрыхлителя, поэтому бисквит будет подниматься. Миксер, которым я взбиваю, маломощный, 300 Вт. Вы, конечно же, можете взбивать это и в планетарном миксере, и тогда не разделять яйца. Молоко с маслом у меня уже закипело, я сразу сняла его с огня. И сейчас порциями я буду вводить это в массу. Сухую смесь я буду просеивать примерно в 5-6 приемов. То есть здесь очень все это индивидуально, но просеивать нужно обязательно, потому что это шоколадный бисквит. И вводить нужно небольшими такими порциями. Слегка перемешиваем не до конца. То есть сухую смесь ввели и перемешиваем не до конца, чтобы не осадить массу. И сразу вливаем туда порцию молочной смеси горячей. И таким образом вот эта сухая смесь будет расходиться гораздо лучше, чем просто когда мы ее сухую вмешиваем. Таким образом я сейчас порциями ввожу поочередно часть сухой смеси и часть молочно-масляной смеси. Вот это очень удобно здесь делать. И завершаю все вмешивание я именно жидкой молочной смесью, чтобы уже до конца все промешать. Масса, как вы видите, не оседает, то есть все промешивается прекрасно, и масса прекрасно просто держит форму, она не разжижается от того, что мы вводим горячее молоко. Вот это особенность этого бисквита. Духовку я уже заранее разогрела на 175 градусов Цельсия. Это один из ключевых моментов всегда в выпекании любого бисквита. Очень часто меня спрашивают, как выпекать в какой духовке. Только в разогретой духовке. И очень важный момент, если вы новичок, любое приготовление бисквита всегда начинаем с приготовления самой формы. То есть простилаем дно либо фольгой, либо бумагой для выпечки, чтобы масса у вас уже потом не оседала, когда вы ее уже взобьете. Итак, сухую смесь я всю уже ввела. И завершаю промешивание этой массы именно
жидкой молочно-масляной горячей смесью. Сейчас для того, чтобы проверить уже, чтобы не было никаких комочков, я пройдусь по этой смеси большим крупным венчиком. Таким образом, мне удастся уже полностью проконтролировать все вот эти вот комочки муки с какао, чтобы мне уже иметь стопроцентную уверенность, что все у меня промешалось. Вот такая вот масса у меня получилась в итоге. Форма у меня здесь без дна. Это кондитерское кольцо. Я застилаю всегда его фольгой. Высота у него 8,5 сантиметров. То есть бисквит у нас испечется большой, 24 сантиметра в диаметре. Высота будет у него примерно 7 сантиметров. То есть я считаю, что это очень хороший результат. Выпекать я его буду при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 50-60 минут. Это все будет зависеть от вашей духовки. Духовку во время выпечки не открываем. Бисквит у меня испекся. Вы можете его печь и в обычной форме с дном. Но если вы будете его печь в форме с дном, для этого количества ингредиентов я все-таки советую брать форму 26 сантиметров в диаметре. Как только он у меня остыл до комнатной температуры, я извлекаю его из формы. Дном вверх, я убираю его под пленкой сейчас в холодильник на несколько часов. У меня он провел где-то примерно 4 часа в холодильнике, но хотя бы 2 часа он у вас должен там провести, чтобы он лучше нарезался. Бисквит получается просто ароматнейший. Он именно такого роскошного, богатого шоколадного вкуса, этот бисквит. То есть есть бисквиты шоколадные, очень нейтральные, особенно когда мы их делаем на растительном масле. Итак, у меня прошло около 4 часов, я достала его из холодильника, теперь я его буду нарезать струной. Он прекрасно нарезается также ножом и ниткой. Идеальнейшая просто текстура у этого бисквита. Бисквит получается большой, весь полностью прекрасно пропеченный. Бисквит просто с идеальной текстурой. Очень тонкопористый бисквит, который прекрасно держит форму. Этот бисквит я советую пропитывать. Он идеально подходит для таких очень насыщенных, может быть даже ореховых шоколадных тортов. То есть он очень насыщенный. Очень рекомендую, очень советую. Я разрезаю его в данном случае на 4 таких достаточно высоких коржа, то есть примерно 1,8 сантиметра в высоту. Каждый корж его можно разрезать, естественно, и на 5 более тонких коржей. Вот здесь я разламываю шапочку, чтобы вам показать, как он выглядит именно на разломе. Нежнейшая, очень насыщенная текстура у бисквита. Его можно также замораживать на пару недель в холодильнике, также хранить пару дней в холодильнике. Но всегда я напоминаю в своих видео, что любые масляные бисквиты, чем дольше они хранятся в холодильнике, тем менее ароматными они становятся. Вот это нужно помнить. Этот бисквит очень вкусный, его есть можно просто как самостоятельный десерт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.